Всем привет, это Олег Емельянов и Руслан Шевединов. Сегодня мы вам расскажем об очередном злодее, который делает снаряды для убийства украинцев и хорошенько на этом зарабатывает. После нашего прошлого с Олегом ролика на нас и Алексея Навального подал в суд Мактич Акраян. Это производитель двигателей для ракет, который владеет особняком в Лондоне, пытается избежать санкций и потребовал, чтобы мы заткнулись о его делишках. Делать этого мы, конечно, не будем, а расскажем вам лучше про еще одного бандита, который производит ракеты для Путина, а сам при этом отправил свою любимую дочку в США. Это разработчик и производитель ракет конструкторское бюро «Вымпел», одно из главных поставщиков орудий войны в Украине. Они ведущее предприятие, которое разрабатывает ракеты для воздушных целей, но также производит и ракеты для нанесения ударов по земле, вроде Х-29. Такими, например, наносили удары по Запорожской и Черниговским областям Украины. Уничтожали мосты, технику, а в прошлом году такая ракета попала в чей-то огород, где оставила огромную воронку. Все эти ракеты продолжают применять в Украине, убивая ими людей и разрушая страну. Завод «Вымпел» — это старое советское оборонное предприятие, которое с 2004 года стало частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение». О главе корпорации Обносове, его дочери и зяте мы совсем недавно выпускали расследование. Чешские квартиры, люксовые автомобили, живут роскошно и воруют много. При этом европейские санкции не ввели ни против Обносова, ни против его близких, которые спокойно живут в Чехии. Но, конечно, если Обносов с родственниками шикует, то и его миньоны хотят хорошей жизни для себя и своих детей. Вымпелом руководит 67-летний Николай Гусев. В прошлом чиновник, работал в Министерстве имущественных отношений, потом стал помощником министра промышленности, а последние 11 лет руководит оборонным заводом. За это время он успел и с Путиным рядом постоять, пока ручкался с героем другого нашего расследования, замом Шойгу Алексеем Криворучко. И Собянину тур по заводу проводил. А после начала войны на сайте завода появился даже специальный раздел с Z-новостями. А возле входа Гусев повесил флаг с Z-символикой, так как его предприятие демонстрирует верность государственным традициям и поддерживает политику президента Российской Федерации. А вот осень прошлого года. Гусеву на завод заходил безумный ястреб войны Дмитрий Медведев. Ходил с ним чуть ли не под ручку и слушал доклад о выполнении гособоронзаказа и о расширении линейки поставок вооружений в войска. Гусев, конечно, только такому рад, ведь чем больше заказов, тем больше получится украсть. Семья Гусевых вообще и так живет хорошо, зарабатывая на страдания других. Сам Гусев передвигается исключительно на немецком Мерседесе. У него их, кстати, два. Жена Наталья Львова ездит на Ягуаре. Его 32-летняя падчерица Александра получает на день рождения Rolls-Royce в большой подарочной коробке. Путешествует на Мальдивах, но больше всего повезло совместной дочери Гусева Львовой. Познакомьтесь с Натальей Гусевой. Ей 20 лет. Ее жизни не угрожает ракеты отца. Ей не нужно бояться сирен, вздрагивать от любого хлопка и мчаться в убежище посреди ночи. В том месте, где она живет, все спокойно и безопасно. Ведь живет она в солнечном Майами. Ее туда отправил отец-оборонщик. Обнаружили мы это очень просто. В недавних утечках мы нашли, что Наталья сдавала анализы в гемотесте и указала свою студенческую почту Miami Edu. Это домен университета Майами, одного из самых известных университетов во Флориде. Университет частный, ежегодное обучение там стоит около $60 тысяч, то есть почти 5 миллионов рублей в год. Это без учета покупки учебников, жилья, транспорта и прочих расходов. В 2021 году Гусева переезжает в США. И да, поступает в университет Майами, чтобы учиться там на психолога. По ее словам, цитирую, университет дал ей почувствовать, что даже в 1000 километрах от дома можно чувствовать себя как дома. Так что Америка, безусловно, стала ее вторым родным домом. Несмотря на интерес к психологии, сердце Натальи лежит в другом. Она, как и вся ее семья, очень любит гольф. Занимается им с детства. Вот, например, 2015 год. 12-летняя тогда Наталья занимает второе место на детском юношеском турнире. В 2016 году она посвящает свою победу на турнире в Майами отцу. Говорит, что у него как раз юбилей. Матч проходил в конце декабря, то есть спустя несколько дней после дня рождения Гусева. В 2017 году ее имя можно найти в статье о сильнейших российских гольфистках в международных рейтингах. К тому моменту она уже довольно много путешествует по миру, играет на заграничных гольф-полях и чувствует себя прекрасно. Ее инстаграм забит фотографиями с разных соревнований. Европа, Соединенные Штаты и уже теперь изредка Россия, где она когда-то играла с своим отцом и матерью на соревнованиях. Сам Гусев тоже заядлый игрок в гольф. В интернете можно найти несколько его фотографий с разных турниров. Получается, что в рабочие дни он отвечает за смертоносные ракеты, а вот по выходным катает шарики на зеленых полях.
А в соцсетях бабушки Натальи мы нашли вот такое письмо с поздравлениями от еще одного героя нашего расследования и любителя гольфа – Виктора Христенко, мужа Татьяны Голиковой, владельца гольф-полей в России и Испании. За то время, что Наталья живет в США, у нее появился автомобиль BMW X1, за рулем которого ее в том году штрафовали за проезд на красный свет. Благодаря этому штрафу мы узнали ее адрес. Он привел нас вот к этому огромному жилому комплексу, усаженному вокруг пальмами. В штрафе указан и номер квартиры – 1015. Это довольно шикарная квартира площадью в 70 квадратных метров и небольшим балконом. Личного жилья у Натальи пока еще нет, эту квартиру она, видимо, арендует. Стоимость аренды таких апартаментов примерно $3500 в месяц, то есть примерно 280 тысяч рублей. От дома до университета Наталье ехать всего 5 минут на ее беленьком BMW. Рядом с квартирой есть несколько парков и набережная с видом на Атлантический океан. Пока завод «Вымпел», который возглавляет ее отец, разрабатывает и производит ракеты и другое оружие для войны, Наталья нежится на солнце Майами, путешествует по остальным штатам Америки и играет в гольф. Разработчика ракет Гусева и его семьи нет ни в американских, ни в европейских санкциях. Он спокойно может путешествовать в Европу или даже приехать в гости к дочери, которая живет американской мечтой, чтобы поиграть в гольф. А его завод в это время будет и дальше заниматься ракетами, которыми бомбят Украину. Мы с Олегом отправим все необходимые заявления и будем требовать включения их в санкции. Нужна ваша помощь. Поделитесь этим роликом и скачайте шаблон заявления, ссылка будет в описании. 4 июня по всему миру пройдут митинги за свободу Алексея Навального. Выходите на центральную площадь вашего города в 14:00. Нет войне. Свободу Алексею Навальному.